Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я приглашаю вас осуществить мощный вызов мужчины на связь. Друзья, настраивайтесь на своего мужчину. Сегодня расклад у нас сугубо женский. И этот расклад подходит для тех, кто действительно верит в отношения, тот, кто действительно верит в чувства, в любовь и в то, что чудеса сбываются. Этот расклад вы просили меня повторить, и в принципе, если вдруг вы не верите в вызов мужчины, да, на связь, или вообще в то, что вы его можете себе притянуть, смотрите просто его как гадание на отношения. Мы в нем посмотрим не только ситуацию, да, но и посмотрим мысли, чувства, планы, действия и все, что будет выходить из потока. Поэтому, если вы искренне верите, то это произойдет, и мужчина появится в вашей жизни, либо выйдет на связь, либо появится вообще в общем. Ну, если не верите, то смотрите как общий расклад. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера, реального или тот образ, который вы хотите себе притянуть. По традиции начнем с того, что мы с вами посмотрим, что происходит в ваших отношениях. Вот, прямо сейчас, сегодня. Что скажут карты Таро, как они видят ваши отношения. Так, я скажу так, что в ваших отношениях застой. Как минимум, здесь мужчина 4 пентакля, да, и... давайте я так скажу. Мужчина зацепился за что-то свое. То есть, во-первых, материальные якоря в отношениях. Это о чем? Это о том, что мужчина считает деньги, считает, сколько он вкладывает в отношения, считает, сколько зарабатывает, считает, сколько он потратил, считает, что кто-то больше вкладывает, кто-то меньше, и чего-то не хочет отдавать, да, от чего-то не хочет отцепиться или освободиться. Ситуация у вас, я так скажу, она, она застряла. Ваша ситуация, она застряла. То есть она как будто бы, не развивается. И если вам кажется, что что-то меняется, то на самом деле ничего особо-то и не меняется. Да? То есть мужчина может что-то обещать делать, да, или что-то обещает изменить, но на самом деле ему это менять невыгодно просто, да, то есть если вы не понимаете, почему ничего не меняется, так это только потому, что мужчине действительно невыгодно. Вот отсюда мы будем отталкиваться с вами. Хорошо, и не меняется уже как минимум 4 месяца, а максимум 4 года, вот таким вот образом. Друзья, самое время сделать небольшое, но лирическое отступление. Поддержите канал и подпишитесь. В момент подписки вы помогаете каналу. И не забудьте написать комментарий и пальчик вверх или вниз, как пожелаете. Лучше, конечно, вверх. Смотрите, дальше что у нас идет. Есть туз жезлов, есть обещания. И мужчина вроде бы как кормит обещаниями и к чему-то, может быть, даже вас подталкивает. То есть ничего не делает, цепляется за материальное, обещает и, может быть, мотивирует вас чем-то. Возможно, вам так не кажется, что вас мотивирует, да? Но это именно мотивация. То есть он дает постоянно какую-то надежду. Туз жезлов. То есть туз жезлов — это всегда стимул, это палка. Поэтому, которая бьет ослика, не та палка, о которой вы подумали, да? Именно бьет ослика, или на ней висит морковка. Понимаете, да? То есть мужчина здесь, не торопясь, пытается управлять ситуацией. Окей. Хорошо. Да что ж хорошего, скажете вы. Так вот и я о том же.
Позиция номер 3, да, что тут происходит? Ну вот он, рыцарь жезлов. Смотрите, вот смотрите, вы можете этого не осознавать, но знаете четко, у мужчины здесь вот в этой комбинации сугубо своя цель. И он от этой цели отходить не собирается. Он будет обещать, он будет увещевать, он будет вам показывать различные какие-то направления. Это именно направления. Но все они, эти обещания, увещевания, может быть даже просьбы какие-то, да, или умоления, они во благо его цели. Индивидуально его цели. Мужчина здесь может быть огненный. Тут почему-то очень много огня. И огонь на земле, в принципе. И мужчина может быть достаточно страстным любовником. То есть, ну, с сексуальной точки зрения у вас может быть все достаточно неплохо или достаточно хорошо, давайте даже так скажем. Отношения могут быть здесь на расстоянии, на дистанции. Хорошо. Ну, почему-то эта карта осталась. Давайте посмотрим. Я поднял колоду, она осталась. Да, расстояние есть между вами какое-то. Или мужчина, ну, в таком, знаете, это такие или отношения на расстоянии, или гостевой брак. Приехал, уехал, приехал, уехал, пришел, ушел. Да, вот. Отдалился, приблизился. Здесь еще есть какой-то мотив семьи. Ну, поскольку общий расклад, ну, может быть, этот мужчина семейный, может любовник, да, вот такое вот. Все-таки здесь женщина с ребенком, ну, почему-то она тут есть, да. Для чего она тут есть? Возможно, этот мужчина имеет какие-то отношения с женщиной, которая с ребенком. Но очень много движения, вот оно. И ситуация статичная. Мужчина сидит на своем, стоит на своем, настаивает на своем, но на дистанции все это. Возможно, было ну, почему-то у меня такое ощущение, что раз он приехал к вам, раз вы к нему приехали, да, то есть вы как бы иногда друг к другу по очереди, такое вот что-то идет. Почему-то здесь вот это хочется мне вам открыть. Но как бы мужчина настаивает на продолжении отношений. Не то, чтобы вы настаиваете, он настаивает. Ну хорошо, тут дальше что? Ну и смотрите, у вас были отношения, и вдруг все затряслось, и, знаете, у меня такое ощущение, что мужчина так и продолжает настаивать, а вот у вас, вы уже как женщина, здесь дрогнули, башня. Или случился резкий скандал. Побили посуду даже. Вот почему-то у меня битая посуда здесь. Ну, это такое таро, да, вот оно само по себе о стекле каком-то, да, цветном причем. Но вы что-то разбили, что-то разбилось. Может быть, надломилась вера. Может быть, он не выполнил какое-то, почему-то у меня, вот он обещал, не выполнил какое-то обещание, может быть, даже с деньгами связано. Может, что-то, какую-то мелочь не подарил, из-за мелочи какой-то, но оно лопнуло, надломилось. То есть, ваши отношения на грани, и вы, скорее всего, сейчас не понимаете, конец это или пауза. Смотрите, вот здесь засидевшаяся, затянувшаяся, вроде бы как пауза, ну, намекает, да, и мужчина и не хочет ничего менять. А вот здесь вроде бы как конец, понимаете. Ну, смотрите, мужчина может быть здесь козерог, может быть козерог, мужчина, и стрелец. Женщина здесь больше воздушный знак, земной знак, любой. Вот такой вот. Опять-таки, не привязывайтесь к знакам зодиака. Я делаю акценты, просто расставляю акценты. Вы уже смотрите, может быть, вам знак зодиака и не нужен. Давайте еще немножечко посмотрим. Просто вот пройдемся. Эту мы ситуацию посмотрели, да. Я хочу спросить. Вот из потока мне почему-то пришел вопрос. Что действительно ценно этому мужчине? Какая действительно, вот в чем его суть его ценностей мирских, земных, да, вот так. В чем суть ценностей этого мужчины?
Ну, тут не очень такая приятная карта. Прям Луна выпадает. Это, с одной стороны, это эмоция, может быть подвампиривать, кстати. То есть человек питается эмоцией. Есть такие люди, которые лучше себя чувствуют, когда они попьют немножко эмоций, да, крови чьей-то, чем получат какие-то деньги, поверьте мне. Но в чем его ценности истинные? Он ценит женщин, но, поверьте, он может женщину и вампирить. Поэтому его истинная ценность, она не на поверхности, она внутри, в эмоции. И эта эмоция спрятана. Будьте осторожны, пока что. Предупреждение. По сути, истинной ценностью этого мужчины является нечто скрытое, нечто темное. И может быть какое-то глубинное переживание. Поэтому, ну, просто примите этого внимания. Какая идея руководит этим мужчиной? Именно идея, не ценность. Или во что он верит, да, идейность его. Ну, здесь свои эти границы. Он верит в свое. То есть этот человек больше эгоист, интроверт, больше, да, про себя. Не альтруист никак он. И он о своих границах, своих территориях, о своих интересах, то, о чем я изначально и сказал вам. Оно просто здесь этой картой подтверждается. Поэтому какая идея им движет? Дурному не скучно и самому, например. Да? То есть он сам себе режиссер. Вот так тоже может быть. Этот человек будет отстаивать только свои интересы, свои позиции. Здравый может быть эгоизм или гипертрофированный эгоизм, да, ну, чрезмерно выпученный эгоизм. То есть все себе, о себе для себя. Ну, как в песне, все для себя, рассветы и туманы. Да, вот как-то так. Хорошо. Куда движется этот человек? В каком направлении? С идеей понятно. Отстаивать свои интересы. Эго. Куда он движется вообще? Куда он идет? О, тут не очень мне нравится. То есть дьявол. У него действительно своя цель. И вот смотрите, как интересно выпадают карты. Рыцарь жезлов и дьявол. Этот стрелец и этот стрелец. Так я вам скажу, что это младший. Это вот то, что он вам показывает в ваших отношениях. Оно действительно скрытое еще. И это только вершина айсберга. То есть все в кавычках хорошее, что он показал, оно еще может ухудшиться ради его цели. Будьте осторожны тоже. Соответственно, куда он идет? Он идет к дьяволу. Или он очень цепляется за материальное. Дьявол у нас кто? Архитектор материального мира, да? Вот. Или, ну, его вот это вот отстаивание своего до добра не доведет. Поэтому, смотрите, будьте осторожны. Если вы сейчас не вместе, а материальные ставки здесь высоки, посмотрите, какой треугольник выстраивается. 4 пентаклей, дьявол и башня. То есть вот эти вот 3 карты делают его цель настолько материальной, что, ну, знаете, как, ну, что духовным тут не очень пахнет пока. Человек может быть даже и карьеристом достаточно, или очень успешным, таким достаточно злостным карьеристом, или очень успешным каким-то предпринимателем, да, вот, ну, вот такие вот у него навыки будут. Не навыки, а тенденции. Но к чему мой месседж? То, куда он идет, может до добра его как минимум не довести. И можете от этого пострадать и вы. То есть дьявол, когда появляется, то есть его цели могут связать ваши цели так крепко и сильно, что вам выбраться на свет будет достаточно тяжело. Луна, своя территория, дьявол. С этим человеком вам нужно быть очень-очень внимательной, очень хорошо его изучить.
И то, что вы сейчас, вот я хотел завершить, да, на дистанции, это даже может быть хорошо. И то, что у вас случилась эта пауза в отношениях, которая непонятно, конец или не конец, это тоже хорошо. А теперь давайте спросим, то, что вы на дистанции сейчас с ним, действительно ли это хорошо именно для вас? Да или нет? Хорошо или нехорошо? То, что вы на дистанции, для вас оно не очень хорошо, оно болезненно. Но в конечном итоге, это деградация духа. И если вы сейчас будете сближаться, вы будете еще ухудшать ситуацию. Поэтому если вы на дистанции и что-то теряете с ним, с этим человеком, то вы теряете гораздо меньше, нежели могли бы потерять. Вот этот вот момент я до вас хочу донести. Поэтому то, что вы на дистанции, для вас это действительно хорошо, даже если вам сейчас болит, если вам нехорошо. Ну окей. Хорошо. Я сейчас хочу еще спросить о мужчине. Да, это я такой один вопрос про вас вплел сюда. Но он почему-то мне пришел. Да, я увидел вас именно здесь все-таки в этой лодке. Это больше вы все-таки, а не какая-то другая женщина. Смотрите. Вот башня. Что действительно важно для этого мужчины по-настоящему? То есть самое главное его, может быть, не цель в материальном мире, давайте вот так скажем. Потому что это абсолют, на самом деле, да, который разрушается даже где-то. Что действительно важно для него в материальном мире? Смотрите, здесь человек амбициозный, колесница, амбициозный эгоист. То есть его амбиции, его эго и его успех. Имеем либо ярко выраженного эгоиста, может быть нарцисс, может быть, осторожно тоже. А может быть просто человек, который помешан на деньгах, на материальном, но заради тщеславия. Этот человек, скорее всего, склонен доводить все до абсолюта. Тогда больше о нарциссе, такое туда. Общий расклад. Я вам даю характеристику человека пока что. Скажите, хорошо это или плохо? Ни хорошо, ни плохо. Каждой женщине, да, подходит свой психотип мужчины. Кому-то, может, зайдет и нарцисс. Не знаю, может быть, в этом случае. А кому-то, может, зайдет амбициозный карьерист или амбициозный предприниматель. И смотрите, здесь очень много движения. Колесница рядом с шестеркой мечей. Человек активный, очень много двигается. Рыцарь жезлов. Дьявол тоже поездки на дальнее расстояние. И где-то что-то связанное с башнями, да, где-то какие-то башни присутствуют в этом раскладе, да, и в ваших отношениях. Хорошо. Ну что ж, давайте теперь попробуйте еще более настроиться на своего мужчины. Какая-то не очень приятная у вас ситуация в центре дьявол. Есть некие боль, страдания, переживания, но тенденции такие, что может что-то измениться. Кстати, здесь колесница. Хорошо, давайте посмотрим его чувства к вам прямо сейчас. Что он к вам чувствует? Что он к вам чувствует? А он, смотрите, он вам так и будет обещать, так как я и говорил, тут жезлов, тройка жезлов, да. Но он чувствует с вами перспективу. Он чувствует, что есть некое продолжение с вами в ваших отношениях. И есть на это все логические основания, психоэмоциональные. Он чувствует, что с вами нужно продолжать то, что он начал. Как вы чувствуете? У вас так или нет? Или все-таки эта луна мешает вам? Хорошо, что еще чувствует? Давайте спросим. Хорошо, какое чувство, давайте спросим, какое чувство сопротивления или какие чувства вызывают у него к вам сопротивление? Семерочку проверим. Какие чувства к вам у него вызывают сопротивление?
а он не хочет, чтобы вы управляли ситуацией. Вот когда он инициативу держит, дьявол, рыцарь жезлов, да, даже шестерка мечей, это его инициатива вас пригласить к себе. Но как только вы берете свою инициативу в свои руки, его начинает что? Выбешивать. Бес. Дьявол. Поэтому его чувство, которое его напрягает или отталкивает, да, к вам, или от которого он хочет быть подальше, это ваша власть над ситуацией. То есть ваша инициатива для него неприятна. Хорошо. В чем суть его дьявольских чувств к вам? Ну, по дьяволу это же вожделение, да, в чувствах, правда ведь? Он вожделеет вами. Давайте посмотрим, в чем суть его дьявольских чувств. У него могут быть женщины, кроме вас, к сожалению. Но есть тут треугольник прямо. И по дьяволу треугольник, вы же сами понимаете, что я его не из пальца тут высасываю, правильно? Если вы чувствуете, что, ну, какая-то там блудница, да, танцовщица где-то там подтанцовывает, значит, где-то что-то там оно как-то есть. Поэтому его темные чувства к вам, это может быть такое, что он хозяин гарема. Да? Не хозяин, но как минимум участник, его участник. Ну, такое тоже может быть, да. Ну окей. Хорошо, давайте теперь спросим. Страдает ли он, когда вас нету рядом? Страдает ли он, когда... То есть можете подозревать его? Можете. Здесь смело. Смотрите, любовник. Ну, единственное, что это может быть жена. Ну, единственное, да, если он там жена, да, вот. Страдает ли он, когда действительно между вами большая дистанция? Вот эти чувства, которые в нем на дистанции от вас. Давайте так скажем. Он с этим уже смирился. Нет, он не страдает. Он научил себя быть без вас. Ну, опять-таки, что сейчас чувствуете, можете написать, когда эта карта выпадает. Ну, двойка мечей, он смирился. Это смирение, принятие. Ну, и в принципе, ну, а что он может поделать, да, в этой ситуации по двойке мечей? То есть, оно его, ну, не с вами, то и не с вами. Он уже привык, давайте так скажем. Это уже привычка. Хорошо. И последнее чувство. Чем вы его цепляете? Вот действительно, ну, в хорошем смысле слова, да, вот чем вы его держите вот возле себя? Смотрите, здесь башня – это идеализация, а колесница – это такое эго нереализованное. И вот чем же вы его так зацепили? Смотрим. А вот есть у вас какая-то изюминка магии. Ну, это не ведьма. Ну, хотя, видите, здесь ведьма ваша проскакивает, кстати, королева жезлов. Правда ведь? Ну, смотрите, в чем суть? Вы умеете в себе совмещать, давайте так скажем, противоположности. Это раз. Или совмещать несовместимое. Например, теплое и волосатое, да, или шершавое, да, вот как-то так. То есть вы его зацепили своим искусством выходить из каких-то сложных ситуаций, урегулировать какие-то сложные моменты, соединять в себе какие-то такие качества, в которых он не может найти в другой партнерше. И если он где-то подобен темному ангелу, то вы где-то подобны ангелу светлому. Мало того, вы можете искусно сделать яд лекарством или совместить гармонично светлое и темное. То есть вы не испортите мед кислинкой. Слышите? Ну вот такое какое-то идет. Слышите, какие интересные моменты, да? Есть в вас искусство баланса
настройки и медиатора. То есть вы своим присутствием балансируете его пространство. И его пространство, оно темное. Оно не светлое, ни фигашечки ни разу. На него не повыпадали, не выпала ни одна светлая карта. Солнце не выпало. Луна выпала. Выпал дьявол. Башня-то тоже темная карта. Какие, покажите мне, еще тут выпали светлые арканы. Колесница, ладно, бог с ним. Но колесница — это аркан рака, который симметричен аркану Луны. Понимаете, да? Поэтому вы его зацепили своим искусством быть посредником, медиатором, совмещать и искусно давать ему то, что не дают другие. Что это? Может быть, это секс? Может быть. Может быть, это состояние гармонии внутри него? Может быть. Может быть, это состояние порядка вокруг него? Может быть. Скорее всего, вы, кстати, я вам сейчас скажу, что вы умеете делать. Вы умеете его успокаивать, поднимать ему настроение и наводить порядок вокруг него. А может быть, и выводить какие-то, сглаживать какие-то острые углы. И я не исключу, что в переговорах. А может быть, в поездках. Может быть, вы его хорошо сопровождаете каким-то образом. И он хорошо с вами отдыхает. Тут тоже это может быть. Хорошо. А теперь давайте настроимся на его мысли и посмотрим в эту минуту, в эту секунду, прямо сейчас, что он думает о вас. Он думает, что вы правы. Что вы были правы и что вы правы. Он думает, что он ошибался. Он засомневался в себе. Правосудие. И он успокоился. Он сейчас не хочет никуда бежать. Он просто хочет остановиться и сделать паузу, осмыслив последнюю вашу беседу, в которой вы оказались правы. И в нем это идет как озарение, как осознание и просветление. В чем вы были правы? Смотрите, король Пентаклей, вы были правы в том, что он много на себя берет, много себе берет и много себе хочет. И много, возможно, о себе возомнил. Здесь этот король Пентаклей, он, конечно же, симметричен, очень сильно резонирует дьяволу, башне и колеснице. Король Пентаклей, все мне, все мое, четверка Пентаклей. Большая власть, большие доходы. То есть вы были правы, что он много хочет. Много хочет, мало получит. Что он думает о объединении с вами? Тройка кубков. Что он думает об объединении с вами? Пока что он сомневается в этом. Но это не значит, что он не продолжит выращивать те яблоки, абрикосы или те персики в том саду, в котором, возможно, вы начинали садить их вместе. То есть он сомневается, но не прекратит выращивать персики в этом саду. С чем он не может смириться? Двойка мечей в мыслях своих, что он не принимает до сих пор. Рыцарь Пентаклей, во-первых, он не хочет вам служить, то есть он не хочет подчиняться. Возможно, он не хочет жениться по этой карте, кстати, имейте в виду. И он не хочет давать больше, нежели давал. То есть вкладываться больше в эти отношения он пока не готов. Не готов смириться. Но это не говорит о том, что этого не произойдет. Тут 7 пентаклей. Я вам так скажу, здесь может быть человек такой, достаточно зажимистый на материальном уровне, но он благодаря какому-то вашему искусству,
Ну, такому может быть где-то королева жезлов и умеренность, это больше алхимик. Кто может где-то вот что-то подхимичиваете, да, этот человек становится каким-то таким более обтекаемым и более адаптивным, да, под ситуацию. Хорошо, хорошо. О каком компромиссе он сейчас думает? Прямо сейчас. Король кубков. Ну, смотрите, во-первых, компромисс страсти. Страсть играет большую роль у вас, дьявол и рыцарь жезл. И компромисс открытия чувств. То есть, если вы чуть-чуть приоткроетесь, и он чуть-чуть приоткроется. Но имейте в виду, здесь Скорпион и здесь Скорпион. Это говорит о том, что не бойтесь его подвампиривать. И он пойдет на компромисс, если вы его подвампирите, но дадите подвампирить себя. Окей. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, что вам нужно делать для того, чтобы он появился и чтобы он вышел на связь. Что вам нужно делать для того, чтобы... Ну, тут правосудие просто. Вот как раз и смотрим. Сейчас смотрим, что нужно делать и что не нужно. Правосудие — это же две части. Что вам нужно делать для того, чтобы он вышел на связь? Ой, рыцарь мечей. Можете с ним ссориться, выяснять ситуацию конфликтом, цеплять его, задирать его. Ну, короче, его шайтанить. Да, вот так. То есть давать о себе знать, напоминать, доставать его и подкалывать. Вот как-то так. Ну, хорошо. А что не нужно делать? Что вам не нужно делать? Не давайте ему денег. Кстати, не помогайте ему. И, может быть, где-то не давайте ему шанса так открыто. То есть, стимулируйте его или мотивируйте его делать шаги первым. То есть, пинайте его, понимаете? Да? То есть, не поддавайтесь ему. Ну, если проще. Хорошо. В чем вам стоит сомневаться на 100%? Карта сомнений. Сейчас вот проверим. В чем стоит сомневаться? Ну, сомневайтесь в том, что будет легко. Сомневайтесь в том, что будет все быстро. И сомневайтесь в быстром успехе. Сомневайтесь в легкой любви и в легких отношениях. Ну, это такая легкость, возвышенность и скорость. Сомневайтесь действовать в разных направлениях. Действуйте в одном. Бейте в одну точку. Ну, вот в этой ситуации. Хорошо. Чем он действительно вам может быть полезен, этот мужчина? Именно полезен. Почему говорю полезен? Именно служить, чем он может вам. Чем, кем. Да? Чем и кем он может вам служить. Ну, смотрите, здесь выпадает король жезлов, а король жезлов — это хозяин и управитель. Поэтому он будет вас подчинять и стремиться быть вашим хозяином или господином. Не знаю, нравятся ли вам такие отношения, но где-то мне подсказывает высший поток сейчас, что у вас искусство подчиняться. Где-то вот эта вот карта внутри вас и королева жезлов, вы так умеете выгибаться, прогибаться. То есть вы скорпион высочайшего левела. И где-то подсознательно его дьявол видит в вашем ангеле свою вторую половину. Ну, как-то так. То есть, чем он вам будет служить? Он вам будет служить хозяином. Не знаю, покорить что ли вас. Хорошо. Смотрите, здесь два короля. Представляете? И один рыцарь пентаклей. В каком вы треугольнике? В квадрате мужском вы оказались. Есть ли у вас выход из этой ситуации? Как ни странно, но я хочу спросить. Выход из этой ситуации. Какой у вас? Эта карта называется «Влюбленные». Любите то, что есть, того, кто есть, и тем, что есть. И в завершение, выход из этой ситуации — любовь. Какая это любовь?
Это любовь королевы Пентаклей. Женщины, которая может из любой ситуации выкрутить для себя выгоду. Поэтому пользуйтесь всеми своими красками, всеми своими оттенками, всеми своими светлыми и темными сторонами. Получайте выгоду от этих отношений ровно так же, как он пытается получить по 4 пентаклей. И помните, что отношения — это и брать, и давать. Отношения — это об обмене информацией, об обмене материальном. И отношения — это еще и умение договариваться, умение подыгрывать, умение обыгрывать, умение играть, умение переигрывать, умение проигрывать и умение получать свою выгоду, поскольку в отношениях мы всегда служим друг другу. И он обязательно появится, если вы искренне верите в то, что вам пытался донести здесь поток карт, ваша нейровселенная. И если вы не верите в эти расклады, то просто вы прослушали этот расклад в плане мыслей и чувств вашого партнера і получили какие-то дополнительные інсайти. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І якщо вам сподобався цей формат, і ви ще захочете подивитись розклад на визов чоловіка, на зв'язок або ваш всесвіт, пишіть мені в коментарях, пишіть періодично в коментарях до іншого відео, і ми обов'язково проведемо з вами цей розклад у цьому форматі. Побачимось, до зустрічі і хай щастить!